Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо большое за то, что заходите, смотрите, обсуждаете и следите за событиями вместе со мной и моими экспертами. Михаил Чаплыга прямо сейчас на связи. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, дружище. Михаил, первый и самый главный вопрос – это, конечно, Крымский мост, который обсуждали гораздо ранее, говорили о том, что Украина ударит Украина, и это главная цель украинская, очень важная украинская цель. Но вот это и случилось, и причем так загадочно, сразу с несколькими версиями. Что произошло? Ну, моя версия достаточно простая, и она понятная. Значит, версия первая, точнее, пункт первый этой версии. Украина является государством, которое побеждает в войне, которую ведет исключительно соблюдая правила и обычаи ведения войны. Россия является государством-террористом. И мы, кстати, постоянно требуем того, чтобы Россия была признана таким государством и внесена в соответствующий список государств. И то, что я увидел сегодня, я увидел повторение Каширского шоссе. Я думаю, что гости из России вспомнят, о чем речь. Такой казус белли, да. Вот. И я увидел это повторение. Более того, я увидел в этом всем даже попытку превратить Украину в страну-террориста. Чего добивается Россия? Давайте выстроим просто логические ряды. Ну и начнем с самого первого, скажем так, с самого начала, с Азов. Да, я действительно тот, грубо говоря, помните, был такой в Риме сенатор, который все свои речи, он заканчивал, неважно о чем он там говорил, хоть про природу, хоть там про стену какую-нибудь, дом, он все свои речи заканчивал тем, что Карфаген должен быть разрушен. И Карфаген был разрушен. А над ним смеялись там и так далее, и так далее. Я действительно тот, кто постоянно все свои речи заканчивает там, помимо того, что берегите ВСУ, тем, что мы имеем право и должны ударить по военной инфраструктуре, размещенной оккупантами в нашем Крыму. И это будет легальной и легитимной целью. Но это должны сделать мы, а не кто-то под нашим флагом для того, чтобы нам нагадить. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. К примеру, вы хотите что-то сделать, и вы об этом объявляете, и говорите, это наша цель, мы, да, планируем, мы будем это делать военным способом, предусмотренным, так сказать, и правилами, и обычаями войны. И вдруг противник берет и сам делает так, как ему это выгодно, а потом представляет вас как некого террориста, который, что-то там, значит, не по правилам войны сделал. Я считаю, что Россия действовала на упреждение, они боятся того, что мы можем нанести удары, и они хотят дискредитировать нашу страну. Причем во многом им это, к сожалению, удается. Почему? Помните кейс с Дугиной? А помните, что этот кейс с Дугиной начал раскручиваться буквально за 2 или за 3 дня до того, как бахнул Крымский мост? Помните, в США появилось такое? Угу. Да, Нью-Йорк Таймс писал. Нью-Йорк Таймс, да. А до этого, помните, нас пытались, точнее, это было до Дугиной уже или после? После, по-моему, когда северные потоки бахнули, там наши некоторые политики, дай бог им мудрости в будущем, начали выставлять себя, значит, на этом фоне, рассказывать о том, как, намекая на то, что это, мол, если не Украина, то ее партнеры. Значит, разницы-то особо и нету, потому что мы в одном союзе. Намекать на это, и русские тут же начали это раскручивать. Так и в этом случае. То есть они зачем это делают? Они показывают, что методы, которыми действует Украина, являются якобы террористическими. Да, с нашей точки зрения мы можем сказать, что это партизанская борьба. То есть товарищи партизанят на оккупированных территориях. И будем правы, конечно. Но с точки зрения внешнего мира, знаете, то, что у нас, у нас разведчики, у них шпионы, да, у нас партизанская борьба, а у них терроризм, да, и так далее. Но на самом деле методы, как это было сделано, эти методы однозначно квалифицированы как терроризм. Но, еще раз подчеркну, кто этот террорист? Украина, что ли? Кто вам сказал, что это Украина? Украинская правда написала о том, что СБУ стоит за этим взрывом. Очень надеюсь, что сегодня вечером мы услышим обращение Зеленского, который, если не добуквенно, то своими словами скажет то же самое, что сказал сегодня я. Потому что это целенаправленная стратегия превращения Украины, дискредитации Украины на мировой арене, понимаете? Русские выходят и показывают, видите, смотрите, Дугину убили, это же терроризм. Смотрите, кто сделал, Украина. Это не та страна, которая хочет нас превратить в террористов,
А смотрите, что с Северным потоком. Это же акт международного терроризма. А кому выгодно? Украине. А, вы видите, что происходит в мире? Кто вас лишил газа зимой? О, Крымский мост. О, посмотрите. Ну это же чистое шахидство, терроризм. А кто же это сделал? И тут выходит некий глава МИДа Эстонии. Вы можете себе представить, Эстония внезапно проснулась, вместо того, чтобы проснуться через 2 недели после того, как случилось это на мосту, они проснулись мгновенно через час. У меня такое чувство, что эта Эстония не спала, а ждала просто чего-то, понимаете? Рот у них открылся мгновенно. Говорит, вы знаете, мы благодарим Украину. За что вы благодарите? Кого? Что вы вообще проснулись в субботу утром? Эстония проснулась в субботу утром. Нормально, да? Тут же, видимо, не спал, чего-то ждал. Русский МИД прицепился к этой фразе, говорит, видите, ну вот же, эстонцы же сказали. Понимаете? Это последовательная линия по дискредитации страны. И поскольку я вижу, что все в этой цепочке были готовы, я теперь убежден, что на самом деле имеет место просто борьба двух башен Кремля, в которой по ходу пьесы главный среди этих башен хочет еще и очернить Украину и превратить нас в страну террориста, хотя сам таким является. Знаете, как «держи вора», да, кто кричит, да, на ком шапка горит. Вот. На самом деле, мы же все помним, что было до этого. До этого были серьезные разговоры о том, что Шойгу хотят куда-то на повышение. Почему? Потому что провалилось, все военные кампании России в Украине провалились, Россия проиграла, но она же, знаете как, не умеет это признать, там, проигрывать и так далее. Вот. И они там давай, значит, у себя устраивать там эти мобилизации и так далее, но явно это не по сценарию. То есть башня Кремля Минобороны очень сильно пошатнулась. А потом мы стали свидетелями того, как другая башня, ФСБшная, начала добивать падающую башню Минобороны и требовать там чуть ли не отчетов, целый там глава их комитета по обороне, говорит, давайте скажем правду, зачем мы всех обманываем, мы же все понимаем, у нас одни провалы и так далее. То есть все башня ФСБшная накинулась на башню Минобороны. И тут опача. Скажите, пожалуйста, а террористические акты это в чьем ведении? Минобороны или ФСБ? Уже даже есть имя и лицо этого человека, есть публикация, что это начальник управления Т ФСБ, который расходовал 12 миллиардов рублей на оборону Крымского моста, с суши, с берега, с воды, отовсюду он должен был быть максимально защищен. Так что да, это ФСБ. Ну вот, получается, башня Минобороны ответила башне ФСБ. 1-1. Увидели как? Но тот, кто стоит над этими башнями, хочет разыграть более глобальную партию, очернить Украину. Понимаете? Их две башни бьются, а виновата получается Украина. Но при этом всем я искренне радуюсь и присоединяюсь к радости тех, кто в Украине сегодня в частном порядке радуется тому, что произошло, потому что по сути то, что случилось, эти войны башен Кремля, это наши победы. Это наши победы. Если бы не победы нашей ВСУ, то, соответственно, не было бы падения башни Минобороны. Если бы не было падения башни Минобороны, не было бы атаки со стороны башни ФСБ. Если бы не было атаки со стороны башни ФСБ, не было ответки со стороны Минобороны. Аплодирую стоя, сожгите друг друга. И это все благодаря нашим успехам на фронте. Вот оно как получилось. Поэтому, думаю, как бы с этой версией, это не то, что версия, оно по сути так и есть. Но при этом, еще раз скажу, я не считаю, что мы не должны этому радоваться. Прекрасно. Они палят друг друга. Это потому, что они проиграли. И это прекрасно. Ждем, как что они спалят там дальше. Но, дружище, вот что от меня все хотели услышать и с утра еще дергали, какая ответка будет и будет ли. Так вот я отвечу. Ответки не будет. Нужно понимать асимметрию и алогичность действий Путина. Не будет сейчас ответки. Я думаю, что будет не то, что ответка. Они хотят, стратегически они не отказались от своих планов. Им надо либо рассечь Украину пополам, либо устроить гуманитарную катастрофу, очень большую, для того, чтобы военный план ушел на второй план, либо два в одном. Значит, и я думаю, что они просто еще не готовы, потому что когда это устраивать, я это называю катарсис, они должны быть готовы мобилизационно. А они пока не готовы. Поэтому никаких пока ответок не будет. А то, что они ракетами забрасывают наши города, слушай, так они и раньше забрасывали. Когда сильнее, когда меньше, по-разному, но ничем они нас тут не удивят.
Михаил, я хотел бы вот сейчас уточнить вот эту фразу «очернить Украину», а марка со взрывами на Крымском мосту не очерняет Украину? Понимаете, в чем дело? Ну, я имею право себе позволить, я не государственный служащий. Если дегенерат чем-то управляет, то это страшнее, чем если бы управлял вор. Понимаете? Просто вор. Поэтому, ну что мне вам сказать? Я надеюсь, вы поняли мой намек. Да? Хайп – это очень хорошо. Я все это понимаю. Но знаете, когда тупой чиновник или директор чего-то пытается в этом хайпе извлечь чего-то лично для себя и выслужиться, то ну, это плохо для страны, скажем так. Я думаю, что руководителям страны нужно задуматься о том, кто управляет нашими стратегическими предприятиями и чем они заняты. Они заняты управлением или политическим хайпом? Если не политики, так вали с должности и иди избирайся, а вдруг за тебя кто-то проголосует. Сомневаюсь. А если нет, так закрой свою пельку, по субботам особенно, и занимайся работой. Ну, тебе же есть чем заняться, правильно? Вот мой комментарий. Михаил, спасибо большое за этот комментарий. Это действительно важно сейчас понимать, но давайте разберемся еще в одних тонкостях версий, которые появились, что же именно конкретно произошло. Одни говорят, что фура взорвалась, но как она могла проехать сквозь сканеры, ГИБДДшники, какие-то люди, которые контролируют весь грузопоток через Крымский мост. Мы не обсудили еще одну версию. Вполне возможно, есть заинтересованные в третьей стране. Одни называют, что это какие-то западные сильные партнеры Украины, и что они могли это сделать. Что ты думаешь по поводу этого? Играет ли третья страна, или, скажем так, может ли играть третья страна в этом всем? Да, может. Я придерживаюсь тоже этой версии. Потому что, когда двое воюют, наживаются всегда третьи. Ну, посмотрите на предмет Турции, да. Кто еще не озолотился на войне в Украине? Знаете, вот поднимите руку. Кто еще не озолотился? Если фактор Британии, да, существует. Мы же прекрасно понимаем, что Британия больше осуществляет политическое влияние, скажем так, а военное влияние больше осуществляет США. У США есть свои разговоры с Россией. У Британии есть свои интересы, которые она отстаивает. О чем бы ни говорили США и Россия, всегда появится Британия, которая может испортить то, о чем они поговорили. Я надеюсь, что я так эзоповым языком ясно изложил. Что произошло на Северных потоках? Скажем так, для меня вероятность 50 на 50. Могли русские устроить для того, чтобы обвинить кого-либо ну, точнее, Запад или США обвинить в международном терроризме, вот, и развязать себе руки, потому что это переход всех красных линий. Могла сделать Британия для того, чтобы перебить последнюю связь или пуповину зависимости Европы от русского газа. Понимаете? То есть и там, и там. Мне не легче от того, кто из них это сделал. То же самое касается Крымского моста. То же самое касается кейса с Дугиным. Понимаете? Это все звенья одной цепи. Могли ли русские сами устроить вот такую вот штуку для упреждения провокации, ну, для того, чтобы достичь своих целей? Для того, чтобы вот эти воинственные башни, значит, там, потребовали каких-то ударов, войны там, и так далее. Да, могли. Могла ли это сделать Британия? Скорее всего, да. Она вполне может себе это позволить. Была ли это фура? Очень в этом сомневаюсь. Скорее всего, это была целая комплексная операция и так далее. А фура была просто прикрытием. Было ли что-то в этой фуре и могла ли она взорваться? Да, вполне могло быть. Ну, еще раз говорю, это не есть ключ. Там 100% было еще что-то, где все было, ну, где все сработало одновременно. Я далек от мысли, что это может сделать частная компания. Знаете, как говорили, что то, что произошло на Северных потоках, это не частные компании, какие-то военные или что-то еще, это государство. Вот точно так же и здесь я скажу, это государство. И для меня, как и в предыдущих случаях, и в случае с Дугиной и так далее, все эти случаи 50 на 50, либо Россия, либо Британия. Но поскольку я свечку не держал, ничего тут сказать не могу. Михаил, действительно, сейчас очень важно это все проанализировать, что произошло, поэтому мы говорим вечером, в субботу, когда уже разные версии озвучены, разные комментарии, чтобы немного на трезвую голову это проанализировать. Я встречал такую мысль, что вот то, о чем
Ты говорил в прошлых наших видео, что есть какой-то определенный сценарий этой войны, есть расписанные этапы, планы, главы. Так вот, некоторые считают, что взрыв на Крымском мосту – это начало некой новой главы. Это так? Скажу так. Утром я еще об этом думал. И думал, что да. Это, ну, так называемый катарсис, и дальше начинается третья часть. Потому что по этому сценарию должна быть третья часть, после которой должны быть так называемые титры. Знаете, как итоги подведем, да, как было у Леся Подорянского. Когда начнется, знаете, в чем дело? Третья часть может начаться двумя путями. Может начаться молча, да, то есть вот просто происходит де-факто заморозка конфликта, либо она может произойти ярко путем смены декораций. То есть ударом, целенаправленным ударом по инфраструктуре Украины, русским ударом. Еще раз говорю, в чем смысл? Если мы говорим о том, что возможным сценарием того, что хочет Россия, это подписание каких-то документов, которые подписать на уровне Украина, РФ невозможно, а нужно вынести на международный уровень, на международной конференции это все подписать, чтобы было как с Боснией и Герцеговиной, ну, грубо говоря, там, югославские варианты, да, то в таком случае нужно военный план увести на второй план, на первый план вывести гуманитарную катастрофу и во имя решения гуманитарной катастрофы начать все эти переговоры и так далее, таким образом легитимизировав все эти решения. Я это называю катарсис. То есть я говорю, вы по-хорошему будем подписывать или после катастрофы, грубо говоря, да, как они себе это видят. Есть вариант, когда это все будет по-тихому. То есть без всего этого. В виде критичной датой является саммит G20 на Бали. И вот эти вот слухи о том, поедут президенты, да, сперва выходит посол Индонезии в Арабских Эмиратах и радостно сообщает, взял и слил всех, понимаете, в шаббат. Вот, взял и сказал, вы знаете, а тут украинские президенты и российские едут и могут встретиться. А вы понимаете, что такое уезд президента воюющей страны во время войны? Ну, то есть это ж, ну, ради чего? То есть и тут еще Байден, типа, ничего еще не решено, и вполне возможно, я с Путиным тоже встречусь там. Ну и все ж поняли речь о переговорах, понимаете? Вот. И тут, слушайте, ну никому же не спится по ночам, особенно в шаббат. Раз, и все, бах, и все трое одновременно сказали, не-не-не, первый раз этого посла видим, вообще никуда не собираемся. Как оно будет, мы не знаем. Но, знаете, дыма без огня не бывает. То есть я думаю, что к этому они пытаются подвести. Теперь, какие могут быть сценарии, еще раз, апокалипсиса? Я очень надеюсь, что его не будет. Сценарий первый. Долбят по дамбе. Я не думаю, что будут долбить по Киевской. Бессмысленная тема. Вот. Могут ударить по Кременчугскому водохранилищу. Тогда идет эффект домино. Не зря же они, давайте вспомним историю о том, как они украли нашего директора Запорожской станции, а потом выдали. А знаете, как они обосновали, за что? За то, что он якобы СБУ передавал какие-то данные, моделирование, что будет, если Днепрогэс прорвет, и что будет с Запорожской станцией. То есть выдержит, не выдержит. Ну, не зря же они это моделировали. Вы представляете, сколько стоит такое моделирование и так далее. Вот. Скорее всего, речь будет идти либо о Запорожской просто дамбе, либо речь будет идти, это если они захотят просто по югу решить вопрос, либо будет идти речь о Кременчуге, если они захотят рассечь Украину пополам. Рассечение Украины пополам открывает путь для стабилизации, то есть это гуманитарная катастрофа, и открывает путь для стабилизации, то есть военный план уходит на второй. В таком случае получается, русские будут претендовать на то, чтобы стабилизировать на левом берегу, а натовские войска легально могут стабилизировать, ну или какая-то миссия совместная НАТО и так далее, на правом берегу. Понимаете, да, о чем идет речь, какой сценарий? Кто-то говорит ядерное оружие. Я далек от мысли, что они его могут применить, но если и будут, то я думаю, что где-то по какой-то местности пустой, хотя непонятно вообще зачем. То есть, ну, вот меня спросить, я вот сейчас придумываю, но я не понимаю логики. Зачем его применять, если есть масса других возможностей его не применять? Если будет удар, где я вижу этот удар? Скорее всего, если русские чего-то и готовят, и мобилизацию и так далее, то удар, скорее всего, будет где-то в районе северо-запада. Они для того, чтобы решить свои вопросы на востоке и на юге, им нужно ударить по западу для того, чтобы перекрыть
Ну, скажем так, у нас вся экономика куда? И все люди с деньгами куда убежали? А экономика где? А поставки откуда идут? Вы поняли? Вот, то есть Ну, приблизительно... здесь просто есть такой нюанс, что буквально за день до этого вышел на публику а, командующий белорусскими войсками, товарищ Хренин, ну вот такая фамилия, и сказал, что мы готовы в Беларуси вот в ружье поставить 500 тысяч человек. 500 тысяч мобилизировать, и это будут боеспособные бойцы. Ведь он сказал это не просто так. Получается, что есть вероятность вот этого удара по Ровенской и Житомирской области, неожиданного для Украины. Ну, давай так, давай успокоим людей. Во-первых, Украина абсолютно и полностью готова к подобному сценарию и упредить его. В плане чего? Инженерные конструкции, все заминировано, там очень много военных, ТРО, причем ТРО не паркетное, не путать паркетную ТРО, вот эти ДФТО, или как они там называются, эти феодальные армии, там реальное ТРО военное. Вот. И постоянно идут учения, отрабатываются и так далее. Поэтому людям, еще раз скажу, успокоиться. Верьте в ЗСУ и верьте в свою собственную страну. Все будет нормально. Но есть ли такой сценарий? Да, есть. В чем его смысл? Они что, хотят захватить Западную Украину? Русские никогда, ну точнее не русские, а россияне, они никогда не планировали захватывать Западную Украину. Слушайте ж до буквенно этого Путина. Ну, как бы там нравилось нам Меркель или нет, но она говорит умные вещи. То есть, что Путина нужно понимать до буквенно. До буквенно. Он о чем говорит? Значит, что вы, мол, предали СССР, значит, останетесь в границах до СССР. Понимаете? Ему не западная нужна, совершенно. Он хочет видеть Украину обрубком, без доступа к морю. Понимаете? Под контролем, ну что такое обрубок? Это без доступа к морю. Без, в том числе, всего, что было приобретено до 30, ну, начиная с 1939 года. Его задача разрушить Запад, ну, западную часть, напугать и разрушить, понимаете, и вытолкать потом. Точно так же, как он напугал и разрушил Харьков, и вытолкался сам потом оттуда, понимаете, ну, точнее, его наши вытолкали Ярковы, ну, они бежали, поэтому сами вытолкались, вот, но тем не менее. Вот чего они себе видят. Цель не захватить. Они не будут захватывать Западную Украину. Цель нагадить, понимаете? Отвлечь и нагадить. Вот это может быть. Когда и как, я вам сказать не могу. Потому что не Ванга, но просто могу стратегически просчитывать подобные варианты. Но скажу вам так, мы тоже их просчитываем, имеется в виду государство Украины, просчитывает и, соответственно, готово к подобным сценариям и ответам. Михаил, как раз сегодня стало известно, что глава и командующий вот этой так называемой спецоперацией появился. Это Суровикин. Вот раньше не было, собственно, ответственного за все происходящее с российской стороны, а теперь появилось. Почему именно сейчас? Ну, смотрите. Во-первых, потому что, собственно говоря, они же думали, что они кавалерийским наскоком все решат все вопросы. Не вышло. Это первое. Второе. Они думали, что они кавалерийским, более медленным наскоком решат тоже все вопросы по югу и по востоку. Не вышло. Тогда они поняли, что это игра в длинную, и тогда они решили создать отдельно вот это вот командование СВО и так далее. При этом нужно понимать, что США тоже создают подобное командование в Европе для того, чтобы помогать и координировать нашу помощь. То есть создаются два таких вот центра, да. С другой стороны, ну, необходим стрелочник, потому что если нету стрелочника, то во всем виноват либо министр, правильно, как это было до сегодня, ну, вот, либо в этом виноват лично Путин, ну, во всех этих провалах и так далее. А так можно назначить стрелочника. Следующее. Когда они объявили эту мобилизацию, вдруг оказалось, что российская армия является бумажным тигром, потому что всего того, чем нужно было бы ее обмундировать и обеспечить, всего этого нет, а если есть, то оно либо ржавое, либо не едет. И тогда полетела голова зам по тылу. Помните, замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение? Это верхушка. Там полетели, я так понимаю, что тысячи полетели чиновников, которые за это все отвечали и начали разматывать клубочки, куда это все девалось. Ну и толку с этого. Пока они раскрутят, это долго. По сути, Россия оказалась в той же ситуации, в которой оказалась Украина в 2014 году. Помните, когда нужно было воевать, а мы в резиновых тапочках, понимаешь, то есть и ничего нет. Но с тех пор Украина стала на ноги крепко, и у нас одна из самых, наверное, сильных армий
Ну и я думаю, что НАТО мы во многом можем дать фору. Ну, кроме, естественно, вооружения тяжелого. Но скоро мы это решим. Так вот, Россия оказалась в той же позиции, только масштаб несоизмеримо больше. Понимаешь? И теперь они, я думаю, ближайшие там вот у них цейтнот, потому что им надо тему закрыть до ноября, до G20. Потом режим начнет шататься. Потому что если не будет никаких плюсов, бонусов, режим начнет шататься. Им надо все это решить до ноября. Но как, если они до ноября, ну, физически, понимаешь, не могут не развернуться, ничего. Они начинают нервничать. Многие башни это понимают. И опять мы возвращаемся к теме, с чего мы начали. Вот тебе ответы, что происходит между башнями и почему горит Крымский мост. Понимаешь? То есть вот у них нюансы. И то, что мы наблюдаем эту чехарду, это просто понимание того, в какой заднице они на самом деле находятся. Я бы вот сейчас хотел упредить некоторые комментарии, которые будут заходить и наверняка писать, что ну понятно, вот сидят два украинца и обсуждают, как россияне сами себя взорвали сами же свой мост. Но на самом деле, если все-таки действительно это Украина, страна какая-то Запада, в принципе какая-то третья сила, это демонстрирует еще более страшные вещи. То, что получается вот эти 12 миллиардов с командующим или там главным в управлении ТФСБ, который лично отвечал за оборону Крымского моста, украли, за то, что российская армия в таком состоянии, что не может уже защитить стратегические объекты. Миш, что бы вот ты сказал этим людям из России, которые приходят в комментарии и пишут нечто подобное? В чем дело? Как тебе сказать, русские, вот, которые заходят, ну, россияне, которые заходят ко мне в телеграм-чат, они, ну, там четко прописано, что это там телеграм-чат украинского буржуазного националиста, значит, там первое это уважение целостности территориальной Украины, право на самоопределение там, и так далее, независимость, субъектность и так далее. И тем не менее они заходят, пишут, общаются, ну, понятно, откровенных придурков, но они с уважением относятся к тому, что я имею право, и участники нашего чата имеют право любить свою страну, гордиться ею и так далее. Они это понимают, да, заходя даже к нам, понимая всю ситуацию. Со своей стороны я скажу, что я уверен, что в России тоже есть патриоты своей страны. Абсолютно в этом уверен. Которые не разделяют вот эту идею того, что, не знаю, нужно разорвать Украину, нужно ее сжечь там, и так далее, и так далее. Нет, я далек от вот этой вот фразы, там, хорошие русские, так называемые, да, или либеральные русские, или как-то. Я не про это. Я про то, что есть те, кто искренне любит свою страну. Просто. Они не в политике, они не либералы, не левые, не правые и так далее. Я бы хотел им пожелать, чтобы они наконец-то обрели свою Россию, которая могла бы жить в мире с другими, и которой бы они гордились. Паспортом которой бы они гордились. Чтобы они уважали свою страну, а страна уважала их. Чтобы другие уважали их страну. Вы знаете, с такой Россией, наверное, мы могли бы соседничать. То есть мы могли бы быть соседями, наверное, даже дружить. Поэтому тут я хочу сказать, что я не то, что я там, знаешь, каким-то ИПСО занимаюсь, да, информационно-психологические операции против России. Зачем? Зачем заниматься ИПСО, если любой, послушавший нас, просто сложит 2 плюс 2, почитает новости, которые у них, и поймет, что тут нет никакого ИПСО. Знаете, тут нет никакой теории заговора. Башни реально воюют между собой. Почему? Потому что они все это время воровали. Одни воровали через ФСБ, другие воровали через Минобороны. Они воровали у страны, у своих граждан, понимаешь? А теперь это все начало вскрываться, они теперь палят друг друга, потому что никто за это отвечать не хочет. Ну, собственно говоря, вся логика. Ничего тут такого нет. У нас до 14-го похожее было. Понимаете? Да и после 14-го тоже видели мы это все и при Порошенках и так далее. Вот. Все это мы видели. Так я просто единственное хочу сказать, чтобы они наконец-то обрели свою страну. И тогда не будет никаких войн, тогда не надо будет вот это, знаешь, выяснять эти башни Кремля, кому они нужны, эти башни Кремля. Пусть будет одна башня народа России. Ну вот удачи, стройте свою страну. Дружите с другими, не воюйте ни с кем, и все будет нормально у вас. На Западе уже пишут, это кажется Times, что если такими темпами ВСУ будет двигаться вперед
по своей территории, то вполне возможно к 25 декабря, это вот к Рождеству, собственно, и вытолкают российскую армию за пределы границ 91 года. Миш, как это ложится вот в указанный выше сценарий, который ты разложил? Очень просто. Если армия бумажная, понимаешь, кто тут воюет? Ну, давай посмотрим, кем воюет Россия у нас. Она воюет с зэками какими-то, да, уголовниками, криминалом, собирает по деревням непонятно кого, понимаешь, то есть какие-то, это даже не кадровые военные. Проводит мобилизации, причем две мобилизации. Одна мобилизация за пределы России, там уже под 200 с чем-то тысяч мобилизировалась за ее пределы, понимаешь, и внутри. Вот. И знаешь, как вот, ну, на бумаге же это ж вторая какая-то там армия мира, да, то есть казалось бы, ну, давай победно куда-то идти, а никуда оно не идется, потому что ничего нет, понимаешь, вообще ничего. А украинская армия есть. Есть те поставки, которые нам дают. Есть уже подготовленные хорошие кадровые военные. Есть наши пацаны, которые уже прошли, что называется, ну, Крым еще не прошли, но уже скоро. Вот. И, конечно, получается, что армия Украины реально может их до Москвы загнать. А представляешь, какой-то позор для России и так далее. Вот. Но все тут ничего нового нет. Это все следствие. Следствие того, знаешь как, следствие разврата. Вот если у тебя нет ядерной дубинки, тебе нужно что? Тебе нужно заботиться о том, что обычная армия была у тебя всегда сыта, в тепле, довольна, подготовлена, ну, обучена и так далее. Да, ты заботишься об армии. А когда у тебя ядерная дубинка, ну, в смысле, а кто же на нас нападет? Да, зачем нам армия? Ну, то есть, а пусть будет, а давайте будем воровать. И ничего с вами не случится. Так куда мы теми танками пойдем? Все равно же на нас никто не нападет, правда? Вот эта ядерная дубинка их развратила. И, собственно говоря, сейчас они пожинают плоды вот этого ядерного разврата. Вот как я это вижу. Друзья, я очень хочу попросить всех поставить лайки под этим видео, написать свои комментарии, свои впечатления. Это действительно очень важно, реагировать на то, о чем мы сейчас говорим. Ну и вот такой вопрос. Миш, а если вот положа руку на сердце, вот повреждение такой ключевой военной артерии в Крымский мост, вот что дает, какие козыри вооруженным силам Украины? Ведь это действительно выгодно для украинской армии. И несмотря на то, что Подоляк сначала написал то, что он написал, позже сказал, а теперь вот серьезно, выгода Украины ведь действительно большая. На практике нам дает это следующее. Знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Я утром тоже пошутил, значит, там какой-то, я не помню кто, на К как-то его фамилия, значит, из российских товарищей вышел и сказал, что, мол, всем успокоиться. Ой, сори, черт, иди сюда. Черт, иди сюда. Вот, это собачка бедная. Вот, Собаку даже зовут Черчилль. Черчилль, да. Вот. Вышел товарищ и говорит, вы знаете, не переживайте за этот мост, будут паромные переправы. Ну, я посмеялся, там, знаешь, в шутку говорю, значит, там, на пароме утром ранним, значит, вот, мы помчимся, вот. А потом оказалось, паромов тоже нет. Ну, в смысле, ну, потому что они в другом месте. Вот. Я говорю, видите, я же говорил, что украинская армия скоро их пересадит на гужевой транспорт. Ну, то есть они же якобы по этому коридору сверху ходить должны. Понимаешь, в чем дело? Если они будут идти по верхнему коридору, ну, им же как-то надо обеспечивать логистику своей армии там и так далее. А мы-то это все дело уже пристреляли там, понимаешь? То есть они же ближе к нам будут идти, правильно? Ну, тут наша армия их и ждет, понимаешь? Вот. То есть если мы обрубаем им логистические пути поставок, по сути, мы их удушаем, понимаешь? А если они вынуждены будут вот эти все пути теперь переориентировать, они шли через этот Крымский мост, а будут идти по верхнему пути, то есть через материковую часть, там же мы их, собственно говоря, и ждем давно, правда? Там же накапливаются наши силы, пристреляно все и так далее. То есть мы их там ждем. Вот, и будет это все разрушено и так далее. Поэтому, какие бы там ни были причины, кто бы там чего ни делал на том мосту, но я четко могу сказать, по факту и в результате это получился огромный козырь у нашей армии в руках, и теперь для нас, ну, несколько проще, скажем так, станет задача деоккупации юга. Мы сможем их вытеснить. А я всегда говорил, и сейчас продолжаю утверждать, что оккупированного юга
не было и нет в так называемой Стамбульской формуле. Помните, когда-то были переговоры в Стамбуле? Там не было и нет. И я говорил, что товарищи оккупанты, которые засели в Херсоне, там, в Запорожской области, будьте готовы к тому, что вас сольют. В прямом и в переносном смысле. А эти территории будут деоккупированы и будут под контролем Киева. Вот не верят мне. Ну, что ж тут не верить? Ну, посмотрите, да, то есть, как говорится. Вот. И, собственно говоря, если я раньше больше говорил о дипломатическом варианте, то сейчас я могу сказать о военно-дипломатическом варианте, и шансов теперь у нас значительно больше. Михаил, это, конечно, все хорошо и прекрасно, но вот сейчас наш бдительный зритель напишет. Ну, понятно, Чаплыга рассказывал, что это россияне сами себя взорвали, а потом сказал, что козыря остались на украинской стороне. Учитесь играть в карты. Да. Но вот сейчас самый интересный поворот и вот перерезание этой артерии, если это все-таки российская сторона, оно может повлечь наступление на том таки юге, чтобы отодвинуть украинскую армию от единственной, получается, логистической цепочки, которой снабжается Крым в данную минуту. Ну, они и так думают о таком. То есть, давай понимать, независимо ни от чего, они об этом думают. Более того, они это декларируют. Понимаешь? Они же считают, что они там в границах административных, значит, там у нас оттяпали кусок, понимаешь? Ну вот, то же самое они говорят и про Запорожье. Поэтому, независимо от того, что произошло в Крыму, мы четко должны понимать, что они такое хотят. А наша задача упредить и не дать им возможности даже не то, что думать об этом, а вообще уходить с нашей земли. Понятно, что будет информационная борьба, будет и военная борьба, и дипломатическая там, и так далее, но могут ли они что-то подобное делать? Я думаю, что по Херсону речь будет идти о выходе на, ну, они себе думают пока о выходе на административные границы области. По Запорожью сложно вообще сказать, что они себе там понимают. Но, опять же, скажу, что если речь будет идти о каком-то наступлении, или теперь уже наступление, или контрнаступление, не знаю, как его правильно назвать, со стороны России вглубь наших южных земель, то тогда включается опция того, что, скорее всего, для отвлечения что-то будет на севере. То, что мы говорили по северо-западу. Ну и финальный вопрос нашей беседы, он достаточно тяжелый, потому что речь пойдет о Запорожье, нужно уделить этому городу время и вот этим жутким обстрелам, которые происходят сейчас там, и такой аспект циничный и вот такой мерзкий, что ли, это то, что они же, вот эти люди, эти дома, которые разрушены, эти кварталы, куда летят ракеты, объявлены как бы российской территорией. Как вот с точки зрения здорового человека объявлять своими города, которые ты уничтожаешь и стираешь с лица земли вместе с жителями, мирными жителями? Понимаешь, в чем дело? А как быть с Мариуполем? Они же стерли Мариуполь практически с лица земли. Они угробили, закопали очень много людей, которые там жили. Понимаешь, в чем дело? Скорее всего, то есть, в геополитике людей нет. С одной стороны, я это понимаю. Там играет статистика, там играют какие-то наднациональные интересы и так далее, и так далее. Что может интересовать в Запорожье? Да, по большому счету, понятно, что ГЭС, да, понятно, что если они оттяпали Запорожскую АЭС и думают, что они себе ее прикарманили, то это не на Крым. В Крыму нет таких, не под что, зачем такая АЭС для Крыма. Эта АЭС крупнейшая в Европе, она строилась для индустриального кластера, который был в том регионе до войны. Сейчас она разрушена. Понимаешь? И если речь идет о том, что делать с этой АЭС, то, очевидно, им нужен индустриальный кластер. Понимаешь? Индустриальный кластер где? Мы же понимаем где. Понимаешь? Интересуют ли их люди при этом? Нет, не интересуют. Я сразу скажу. Точно так же, как было в Харькове. Их что, интересовали люди в Харькове? Они лупили по крупнейшему спальному району. И лупят по ходу пьесы, понимаешь? Вот. То же самое по Запорожью.
Ну что, какие-то позитивные новости сказать, я даже не знаю. Ну, ничего нового русские нам не скажут. Они лупили и лупят, ну да. То есть я не хочу кого-то там либо супер успокоить, либо расстроить. Есть ли у них такие планы по этому кластеру? Ну да, есть. А что, наша армия об этом не знает? Знает. А что, мы не готовы? Готовы. То есть, понимаешь, в чем дело? Ну, что тут обсуждать? Тут можно сказать, да, они видят это. То есть, почему? Потому что, еще раз подчеркну, что тогда делать с этой ЗАЭС, понимаешь? То есть, это как чемодан без ручки, понимаешь? Вот. То есть, тогда нужно ее отдавать нам. Потому что по-другому ты ничего с ней не сделаешь. Вот. А если они не отдают, что-то планируют, значит, это не только шантаж. То есть, они действительно какие-то планы вынашивают по Запорожью. Но я уверен, у нас есть контрпланов ничем не меньше, чем их планы. Михаил Чаплыга был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, напишите свое мнение в комментариях, потому что, исторические события происходят прямо на наших глазах, и в них нужно сберечь себя и сберечь друг друга. До новых встреч, увидимся.